Всем привет! Сегодня готовим йоркширский пудинг или поповеры. Так называют эти булочки в Америке. Это очень вкусные, хрустящие сверху и пустые внутри булочки. Похожи на профитроли, но приготовить их намного проще. Я сейчас разломаю булочку. Эта булочка у меня сверху с пармезаном и прованскими травами. Я просто хочу показать, какие они внутри. Видите? Они абсолютно пустые. В эти булочки можно положить любую начинку по вашему вкусу. И сладкую, и не сладкую. Из них может получиться либо вкусный десерт, либо вкусная закуска. И для того, чтобы приготовить эти замечательные булочки, мне понадобится 4 яйца, 300 мл теплого молока, примерно 35 градусов. Обязательно все ингредиенты для этих булочек должны быть теплыми. Это залог успеха. 225 грамм муки, 1 столовая ложка растопленного сливочного масла, 1 чайная ложка соли. Мне понадобится растительное масло. Здесь у меня 60 мл растительного масла. И сегодня часть булочек я хочу сделать с сыром. Здесь у меня немного натертого сыра пармезан и прованские травы, приправа. И сейчас интересный нюанс. Мы начинаем готовить булочки не с приготовления теста, а с того, что включаем и разогреваем духовку до 230 градусов и подготавливаем форму. Выпекать булочки я буду вот в такой форме для маффинов. И сейчас в каждую формочку мне надо налить растительное масло. Лучше всего готовить булочки именно вот в таких формах для маффинов. В каждую формочку я заливаю растительное масло, примерно 1 десертную ложку. Масла должно быть достаточно много. И сейчас мы эту форму с маслом будем разогревать. Масло должно разогреться очень хорошо, быть очень горячим. Именно и за счет этого будут расти булочки. И они получатся очень высокими, красивыми. Посмотрите, масла должно быть достаточно много. Не просто смазываем формочки, а именно вот наливаем так масло. И сейчас форму отправляем в духовку и хорошо разогреваем. Пока мы будем готовить тесто, форма хорошо разогреется и масло хорошо разогреется. И сейчас займемся приготовлением теста. В миску я разбиваю яйца. Тесто готовится очень просто. Для этого даже не понадобится миксер. Просто надо хорошо смешать все ингредиенты. Фактически это тесто напоминает блинное тесто или тесто для кляра. Даже эти булочки называют иногда блинными булочками. Разболтала яйца. Добавляю соль. Также разболтаю. Вливаю молоко. Молоко у меня теплое. Запомните, что все ингредиенты должны быть теплыми обязательно. Молоко примерно 35 градусов. Вливаю сюда также сливочное масло и просеиваю муку. Все хорошенечко перемешиваю. И тесто, можно сказать, уже готово. Посмотрите, какое получается тесто. Оно достаточно жидкое. Очень похоже на тесто для блинов, как я уже и говорила. Сейчас тесто я перелью в кувшин. Именно из кувшина тесто будет очень легко наливать в формы. Теперь аккуратно достали форму из духовки.
Здесь сейчас все очень горячее. Масло буквально должно именно вот начать дыметь. Аккуратно начинаем разливать тесто в формы. И вы посмотрите, тесто прямо сразу начнет готовиться. Я взяла себе ложку, чтобы немного помочь себе подбирать тесто. Разливаем по формам. Вы видите, тесто прямо сразу схватывается и начинает готовиться. Это очень важный момент. И в некоторые булочки я добавлю немного сыра пармезана по пол чайной ложечки и посыплю сверху прованскими травами. И сейчас форму с тестом я отправляю в хорошо разогретую до 230 градусов духовку, примерно на 15 минут. Затем я снижу температуру духовки до 180 градусов и буду выпекать их еще примерно 10-15 минут. Булочки я поставила в духовку, и посмотрите, сразу они начинают схватываться. И сейчас вы увидите, как они начнут интересно расти, прямо выпрыгивать из форм. Посмотрите, насколько выросли булочки. Они стали очень большими, воздушными. Именно за счет высокой температуры в начале приготовления булочки так вырастают и получаются пустыми внутри. У меня сейчас прошло примерно 15 минут, и я снижаю температуру до 180 градусов. И теперь булочки надо хорошо подсушить в духовке, чтобы вот эта корочка стала сухой. Примерно так же мы готовим и профитроли. Сначала, чтобы они выросли и образовалась пустота внутри, а затем снижаем температуру. Итак, я снижаю температуру до 180, и они у меня еще будут выпекаться примерно 10-15 минут. Пока пекутся мои булочки, я сделаю начинку. Я сделаю одну начинку сладкую. Здесь у меня свежая клубника. Я ее порежу вот такими небольшими слайсами. И я взбила сливки. Просто сливки с сахарной пудрой. И это будет очень вкусно. Это будет первая начинка сладкая. И также я сделаю еще одну начинку соленую. Здесь у меня соленая красная рыба и крем-чиз, в который я добавляю укроп порезанный. И также натру один зубчик чеснока и перемешаю. У меня будет вот такая вот вкусная заправочка, намазка. Хорошо перемешаю. Можно использовать не только крем-чиз. Можно брать любой плавленый сырок или какой-нибудь сливочный сыр. Это очень вкусно. Булочки у меня уже испеклись. Посмотрите, какие они получились. Невероятно высокие, красивые. И они так и норовят выскочить из формы. Они так и называются выпрыгивающие булочки. Булочки перекладываю на решетку, чтобы они остывали. Посмотрите, какие они интересные, какие причудливые формы получились. Они все разные. Здесь у меня с пармезаном. И видите, какая внутри пустота. Они полностью пустые внутри. Достаю, чтобы они остывали. Они должны быть обязательно хорошо подсушены. Тогда они будут хорошо держать форму. И сейчас я покажу пример, как можно есть эти булочки. Те булочки, которые я делала с сыром пармезан, я внутри смажу начинкой, намазкой, которую я делала из крем-чиза, и выкладываю сверху соленую красную рыбку. И вот так вот их закрываем, и можно кушать. Сверху можно украсить листиком базилика.
И это уже очень вкусная закуска. Еще одну булочку я сделаю со сладкой начинкой. Тоже разрываю ее вот так. Внутрь добавляю сливки и клубнику. И листик мяты. Получается просто замечательный завтрак. Или десерт, или закуска. По вашему выбору. Я сейчас попробую эту замечательную булочку. У меня здесь булка с красной рыбой. Здорово. Очень вкусно. Могу сказать, что такие булочки прекрасная альтернатива бутербродам обычным. А эти получаются очень необычные. Внутрь можно положить все, что угодно. И салат, и ветчину, и колбасу, и, как у меня, рыбу. И также их сделать сладкими. Булочки получаются замечательные, очень вкусные. Приготовьте, попробуйте. Я уверена, они всем понравятся. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Люда и Зикук Позитивная кухня. Оставляйте ваши комментарии и, конечно, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Всем пока!